Всем привет! Меня зовут Катя, и я рада снова приветствовать вас на своем канале. Продолжаем подготовку к Пасхе, и сегодня я покажу, как сделать вот такую корзинку-курочку, которую можно использовать как подставку для крашеных яиц или собрать в ней цветочную композицию для украшения праздничного стола. И для ее основы мне понадобится воздушный шарик, оклеенный в технике папье-маше. Я наклеила 5 слоев газет, чтобы основа была достаточно прочной. После высыхания последнего слоя шарик прокалываю, а край подравниваю. Для того, чтобы сделать заготовку устойчивой, приклеиваю на дно небольшую металлическую крышечку. Или можно просто немного вогнуть дно вовнутрь. Позже я буду покрывать основу шпаклевкой, и для того, чтобы она хорошо держалась и не трескалась, нужно сначала приклеить бинт. Голову курочки формирую из пищевой фольги. Основу для хвоста вырезаю из плотного картона. И уже по этому контуру наращиваю объем фольгой. На фольге шпаклевка держаться не будет, и поэтому ее тоже нужно сначала обернуть. Удобнее всего оклеить сначала бумажными салфетками или обтянуть капроновыми колготками. Капроном можно очень легко и быстро обернуть такие сложные поверхности. Я использую вот такую готовую смесь шпаклевки. Она очень хорошо и крепко ложится на бинт и совсем не трескается. После высыхания первого слоя наношу второй. А уже после высыхания второго слоя крупные неровности зашкуриваю наждачкой. Из тонкого гибкого картона вырезала силуэты крыльев. Чтобы они не прилегали к туловищу и были довольно объемными, я в щели немного набила фольгой. И также оклеиваю заготовку бинтом. После высыхания толстым слоем наношу шпаклевку. Мокрой плоской кистью прорисовываю фактуру перьев. Я хочу оставить курочку светлой, и поэтому буду покрывать перламутровой акриловой краской. И чтобы она стала полупрозрачной, добавила в нее немного акрилового лака.
Из самозатвердевающей глины буду лепить клюв, глаза и гребешок. Глину приклеиваю на ПВА и так и оставляю сушиться. Для крыльев я постаралась подобрать максимально похожий с глиной оттенок. После высыхания покрываю этой же перламутровой краской. Внутреннюю часть можно просто покрасить, но я решила оклеить ее кусочками страниц старой книги. И после высыхания покрыла акриловым лаком. Сама корзинка готова, а теперь для ее наполнения сделаю композицию. В пасхальных композициях всегда красиво смотрятся веточки вербы. Но натуральная верба со временем осыпается, а такая верба из ватных палочек точно будет стоять очень долго. Приклеиваю верхушки от ватных палочек на проволоку. Для основы веточек я взяла длинную прямую проволоку. Для того, чтобы сделать почки более пышными, покрываю вату подкрашенным разбавленным ПВА и обматываю синтепоном. Чешуйки буду формировать из тейп-ленты. Свободный край подворачиваю вовнутрь, так, чтобы он плотно прилегал к почке. И уже дальше обматываю стебель. После обработки всех почек скручиваю их в одну веточку. Еще покажу, как сделать очень простую зелень для дополнения букетов. Нарезаю вытянутые прямоугольники из зеленой гофры. Мои листики будут круглыми, поэтому нижние края скругляю. Можно наоборот их заострить, в зависимости от того, какую форму листа вы хотите получить. Тонкий длинный край закручиваю. Формировать ветку начинаю с самых мелких листов, и к низу их размер будет постепенно увеличиваться. Приматываю также тейп-лентой или узкой полоской гофрированной бумаги. Для колокольчиков я выбрала бледно-салатовый оттенок, но, конечно, подойдет и любой другой цвет. Полоску гофрированной бумаги окрашиваю фломастером и разрезаю на равнобедренные треугольники со стороной приблизительно 2,5 см. К низу приклеиваю пучок мелких тычинок. Я подобрала их в цвет бумаги, но вы, конечно, можете использовать и любой другой контрастный цвет. Склеиваю по 2 таких треугольника так, чтобы получить воронку. И торчащие края можно немного подровнять. Края растягиваю и присобираю волной. И как вы видите, при растягивании бумаги серединка цветка получается более яркой, а по краю цветка получаются еле заметные полоски. Для листьев разрезаю прямоугольник по диагонали. По краям листа делаю насечки и растягиваю.
И когда я подготовила все цветочки, наматываю их на проволоку, формируя веточку. Для того, чтобы сделать пион, нужно нарезать длинные одинаковые полоски бахромой. И потом каждый получившийся лепесточек скруглить. Не старайтесь сделать все лепестки идеально одинаковыми. Я нарочно делаю так, чтобы они немного отличались по размеру, чтобы пион выглядел более натурально. Скругляю лепестки, а верхушку делаю зубчатой. Посередине вытягиваю лепестки, чтобы придать им округлую форму. Для того, чтобы пион был более круглый и объемный, на проволоке я сформировала небольшой шарик из фольги. Скручиваю бахрому рулончиком и приклеиваю наверх. Приклеиваю лепестки и расправляю края. Буду делать цветочную композицию съемной, потому что еще не определилась, буду хранить в курочке яйца или так и оставлю цветы. Поэтому буду собирать ее в пластиковом стакане. На дно вклеиваю кусочки пенопласта, чтобы закреплять в них проволоку. Бортик декорирую гофрированной бумагой. По самым краям добавляю немного зеленого сизаля. Собираю всю композицию и добавляю бутоны тканевых пионов. И оставшиеся мелкие пустоты заполняю пластиковой зеленью и мелкими цветочками гипсофилы. В такую курочку, наверное, поместится не меньше десятка яиц. Мне так много не нужно, поэтому вкладываю пластиковый стаканчик и сверху приклеиваю крышку. Ставьте лайки, если понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео, которое выйдет уже очень скоро.